Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад. События будущего, знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет. Таро на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте рассмотрим подсказки карт или как поворот судьбы, знаки судьбы. И знаком будут соответствовать 4 карты на колоде Ленорман, которые мы с вами сейчас прямо и достанем. И, конечно, останемся реалистами, поскольку карты – это лишь метафора, как инструмент понять, какие в вашей душе происходят процессы, которые формируют вопрос, проблему, отношение к чему-либо или к кому-либо с целью найти решение, пережить эмоционально и снять напряжение. Итак, что же за повороты судьбы? Нам о чем расскажут карты? И пусть этот будет период для вас, мои дорогие стрельцы, радостным, больше благополучия, больше приятных моментов или каких-то новостей таких позитивных. Но давайте будем узнавать. Знаки судьбы. Чем придется заниматься? Может быть, вы имеете какие-то одни планы, но иногда Его Величество случай заставляет их корректировать. И первая карта на колоде Таро. Что же случится, что произойдет в эти 10 дней? Или важные решения, которые вам придется принимать, или обдумывать какую-то ситуацию. Это то, что новое, возможно, неожиданное, на что вы не настраивались. А вторую карту, как незаконченная пьеса, назовем ее так. Это то прошлое, которое тоже где-то спешит на ваш порог, вашу жизнь, может быть, те вопросы, которые вы уже прежде ими занимались, и вот теперь нужно как-то провзаимодействовать. Или это будет связано с конкретным человеком. Третья карта – ваша сильная позиция. В чем ваша сила? Что вам буквально помогает, мои дорогие стрельцы? Или что само идет в руки, может быть и так. По основным сферам жизни. Ваши достижения, работа, у кого-то согласование по документам, у кого-то и учеба. Денежную энергию посмотрим, финансы, любовь, личная жизнь. И что же, какой знак судьбы, с чем вы можете столкнуться? А вы знаете, скучать вам будет некогда. Много общения. Причем вот по букету это люди разные. Это могут быть, знаете, даже разность менталитетов, может быть, контакты где-то, которые на расстоянии, я такое могу допустить, иногда проигрывается, потому что цветы в букете разные. Или просто даже говорите на одном языке, но люди сами по себе не совсем вашего круга, или это какие-то множество контактов, но это нам все нравится, потому что все же все цветы уместились в корзину, и стало быть в какой-то красивый узор, всю ту информацию, контакты, для чего-то вам это нужно, вы сумеете совместить. Но самое главное, настроение идет по этой карте хорошее. Или вы можете узнать какую-то новость весьма такую основательную, которая вам даст возможность что-то просчитать. Иными словами, та информация, которая может быть полезна. Знаки судьбы. Деньги, мои дорогие, деньги, благополучие, ну буквально счастье. У кого-то перемещение, потому что у нас корабль, один из символов Меркурия. Может быть, это недалекое путешествие, а может быть и какой-то более глобальный переезд. У кого-то это может совпасть работа на дому или освоение каких-то новых технологий, цифровых технологий, работа в интернет. В этой карте есть сразу и пространство, и объем с большим работа с большим объемом информации, так и когда мы новых людей встречаем. Но, безусловно, деньги, сама по себе рыба, да, значение рыбы. И если мы вспомним знак, это как два вот в разные стороны как бы изображенных таких полукруга, которые символизируют о том, что рыбы плывут в разные стороны. Поэтому путешествия и гроши, мои дорогие стрельцы. И это где-то карта подтверждает бубны. Поэтому еще и сильная позиция или все то, что символизирует благополучие и вашу уверенность. Знаки судьбы, ну вот такие добрые знаки судьбы. Ну, может быть, какая-то, как развилка, выбор. Куда? Да или нет? Направо или налево? У кого-то да или нет будет, а у кого-то как жизненный путь. На что я соглашаюсь, а от чего я откажусь. И вот этот выбор, если мы от чего-то отказываемся, значит, это мы уже туда не пойдем. Значит, кто-то из вас может, ну так, в своей ментальности формировать, как же мне сказать кому-то «нет».
И, может быть, уже к этому все долгое время шло. И мы словно дошли вот до этого столба, и, как прежде, не может продолжаться. Или вы не хотите, такое тоже могу допустить. Его Величество выбор. Может быть, это где-то документы, опять же, бубны, или вопросы денег. И все то, что мы, допустим, не потратили, сэкономили. Или вы долгое время кому-то помогали. И теперь вы приходите к выводу, что ну вот нет, лавочка закроется, потому что мне сейчас нужно именно своими какими-то делами, вопросами заниматься. И у нас число 22. Сложим, получим 4. 4 – это базис, поэтому ваше благополучие как базис. Задача дважды, трижды сохранять. И это как знаки судьбы. Ну, давайте спросим, поворот судьбы. Я не вижу тут каких-то, прямо скажем, поворотов таких, как слепых, да? Автолюбители, водители знают, что это такое. Это когда мы не знаем, что за этим поворотом ожидает, да? Нам вроде как ехать-то приходится вперед. А вот что мы там увидим, мы еще пока даже не представляем. Поэтому где-то не торопиться, наверное. Но и карта якорь об этом. Но и в этих 4 картах я не вижу именно... Выбор есть, но это не тот выбор, который вас в тупик буквально ставит. Нет, это мы уже сами до какого-то предела доходим и вынуждены делать этот выбор. Но в целом-то ведь у вас очень сильная позиция. Якорь – это стабильность. Якорь – это надежность. И у кого-то это через вопросы труда, вашей занятости, ключевого партнерства. А у кого-то это ключевое партнерство, контакты по части личной жизни. Вы тут тоже хотите что-то менять. Или надоело одиночество, мои дорогие. И вы будете продумать, так, куда я теперь пойду, каким образом обрасти, может быть, новыми знакомыми, контактами, как это сделать таким образом, чтобы себе не навредить, как себя обезопасить, если мы говорим интернет, да, вот у нас по аркану рыба. Ну, самая разная палитра, но вам нравится этим заниматься. И в целом сильная позиция на всю декаду. Что же скоро случится или произойдет? 7 кубков. Ну вот какая-то прокрастинация, она должна быть закончена. Иными словами, это тоже выбор. Но если тут нам на аркане Ленорман, да или нет, да, как бы 2 пути. А тут по аркану Таро 7 кубков, аж 7 кубков. Глаза разбежались вот у нашей девушки. И правда, что же выбрать? А тем не менее, ну как будто бы она сердце выбирает. Или дела сердечные. Ну, может быть, у кого-то концепция личной жизни так и проиграется. Но, в принципе, выбор есть. Наверное, выбор – это всегда лучше, чем вообще никакого выбора. По этой карте, правда, проходят и розовые очки. Значит, настроение будет хорошее. Вы даже можете быть чем-то восторжены. Или что-то вас может тут как захватить, вдохновить. Мои дорогие стрельцы, ну вот не замечтаться все же, да, если мы говорим, что скоро случится или произойдет. Да, глаза разбежались. Или мы понимаем, что вы понимаете, у меня сейчас какой-то успешный период. Или у меня сейчас в моей власти как раз либо оформить документ, либо с кем-то договориться, либо продумывать какую-то поездку, переезд. Но есть еще и выбор. Поэтому вот этот выбор может вас так немножко словно останавливать. Или какую-то заминку вы можете сделать. И для того, чтобы подумать, это дело хорошее. Но сказать, что мы должны застрять в этом выборе или думать, что отложу-ка я на завтра, то, скорее всего, нет. Здесь просто рационально нужно подойти к какому-то вопросу. Здесь не то, что вот именно случается, а тут, скорее всего, это вы на что-то уже ориентируетесь другое. Неоконченная пьеса. Но тут по королеве Пентакли это вообще уверенность в дне сегодняшнем, в завтрашнем. Когда у нас и близкие к нам очень лояльно, по-доброму относятся, родственники. Когда мы можем со всеми договориться, родные люди. Часто эта карта символизирует для людей семейных именно партнеров, партнеров по браку или взаимоотношениям, если ваш союз даже не оформлен. А если, кстати, не оформлен, вы можете задуматься, а не оформить ли. Но по королеве Пентакли еще проходит наше творчество, занятость, ремесло, когда мы буквально знаем, как заработать деньги. И вы, мои дорогие стрельцы, правда, в отношении денег, в большинстве своем, по крайней мере, насколько я могу судить, от контактов со стрельцами, вы солнечные люди. И вы своим оптимизмом, вы настраиваете на какую-то позитивную волну остальных. Это ваше очень ценное качество.
когда все ходят хмурые, серые, или погружаясь в какую-то свою прокрастинацию, именно измышлений по прошлому, теряют связь с настоящим. Ну вот вы как можете кого-то вдохновить, да, и может быть какая-то история, как с новым выбором, с новыми возможностями к вам возвращается, возможно, и по части личной жизни. Но Пентакли все же, да, и это может быть как ваш какой-то план, который вы долгое время оставляли на потом, а тут вы придете к выводу, что «а нет, вот именно теперь я решаюсь что-то попробовать или начать». И это, скорее всего, вот уделите этому внимание, потому что что-то замечательное может получиться у королевы Пентакли. Пусть это немножко не ваша энергия, это пентакливая, это где-то у нас Дева, Телец, Козерог проходит, может быть, у кого-то и действительно проиграется человек такой, и который рожден под знаком зодиака стихии Земли, или имеет там, кстати, асцендент, или в этих энергиях находится. Но это еще и вы вот так вот очень практично будете решать какие-то вопросы. И я должна сказать, и деньги есть, правильное распоряжение деньгами, ну и вообще какие-то перспективы на будущее. В чем же ваша сила? Ну вот вторит еще одна карта, правильный какой-то выбор. И дальше вот это уверенное положение. В дне сегодняшнем, в завтрашнем тоже, как якорь. Ну и по 8 Пентаклей. В чем ваша сила? Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И это на деньги, на работу, на продвижение собственных проектов. Одна из лучших карт. Ваши достижения, мои дорогие стрельцы. Снова Пентакли. Туз Пентаклей. Иногда, знаете, как важное сообщение или важная информация. Может быть, телефонный разговор. Или написал вам кто-то в мессенджере, словно открываются пути дороги. Вот такое вполне вероятно, и вы тут будете что-то менять. Может быть и так. Это как отправная точка нового маршрута. Но помощь высших сил. Или когда новая тема по части заработка. Или когда вы можете получить важную бумагу. Но в любом случае это карта радости. Вы чем-то остаетесь довольны. И мы говорили, у кого-то работа, у кого-то документы, или новое направление в вашем творчестве, в вашем бизнесе, какая-то ваша задумка или просто радостная весть. Деньги. Хотя нам про деньги все сказали и еще раз дополнили по максимуму. Деньги есть, деньги будут. 10 Пентаклей. Я уже не повторяюсь. У кого-то действительно и вопросы, связанные с родственником, с домом. Здесь нам конкретно семья. Семья, причем в разных поколениях показана. Ну и дом. Поэтому может как согласование по движимому, недвижимому имуществу или улучшение бытовых условий. Кто-то ремонт делает, кто-то улучшает, делает более комфортным. Или конкретно вопросы по деньгам. Или опять же переезда, может быть купля-продажа. Мы все разные, но очень благоприятная карта. У вас много вообще пентаклевых карт, мои дорогие. И надо сказать, что 2 карты бубновые, это тоже те же пентакли на оракуле Ленорман, и которые тоже обещают какое-то очень приятное продолжение, но при должном внимании. Ну и, видимо, выбор все-таки придется делать. Личная жизнь. Вот этот выбор по рыцарю мечей. Вполне вероятно, я такое могу допустить. Вы, карта как рекомендует, делать беспристрастно. Не мешать, наверное, все в одну корзину и камни и яйца. Иными словами, все то, что касается чувств, эмоций, не добавлять в те рациональные вопросы, которые касаются денег. Может быть, согласований. Нам ведь сказали, что вы можете быть даже где-то воодушевлены. Но, видимо, даже такие добрые эмоции, они не должны на вас словно нацепить розовые очки. Поэтому не делайте жизнь путанной, а наоборот, по этой карте мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Может быть, у кого-то вопросы документов. И тогда по этой карте мы можем отправиться к какому-то чиновнику. Или если вы принадлежите к человеку, который руководящий именно состав, вы к нему относитесь, вы руководите подразделением, пусть небольшим даже коллективом. Здесь может быть такое сообщение, хоть это у вас и на личную жизнь. Ну, если это касается напрямую вашей карьеры, да, все-таки это может проиграться, потому что для руководителей рабочий день не заканчивается, когда для всех закончился.
Есть и темы, которые он несет домой и дальше додумывает. Так вот, несмотря на то, что пусть это не для всех проиграется, но я должна сказать, если даже появляется какой-то проверяющий со сложным характером, а у нас здесь по рыцарю мечей бунтарь без причины, я часто говорю по этой карте. Так вот, если подобный персонаж появляется, как бы настроен, да, настроен уже, пришел и знает, зачем пришел, что он там раскопать надумал, то для вас вот даже эти энергии переложить себе со знаком плюс и остаться вот с этим проверяющим, хорошими друзьями, который наоборот еще потом вам как какой-то протеже может сделать в тех инстанциях, откуда он явился. Иногда эта карта, а особенно для вас, с учетом всех карт, может свидетельствовать. Или когда вам нужно решить какой-то вопрос, тогда узнайте, как работает закон. Вот здесь мы можем несколько корректировать направление, но, видимо, по части личной жизни есть те вопросы, к которым нужно подойти рационально и не добавить туда чувств, эмоций. Видимо, в эти 10 дней таковые задачи какие-то будут перед вами стоять, и поэтому просто не перемешать и эмоции, и то, что касается конкретно материального благополучия или какого-то практицизма. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.